История о Бенбене, самом грустном коте в интернете, поистине вдохновляет и трогает сердца многих. Это не просто история о коте, это история о надежде, восстановлении и любви, которая может изменить жизнь к лучшему. Все началось в приюте для животных, где Бенбен жил в углу, который стал его тюрьмой. Этот приют находился на отшибе города, в месте, где радость и счастье, казалось, навсегда оставили его. Вот уже многие месяцы Бенбен переживал день за днем, сталкиваясь с темной реальностью, наполненной одиночеством и страданиями. Проходили мимо него люди, ухмылявшиеся, но никто не мог заглянуть в его душу, чтобы увидеть ту бескрайнюю пустоту, которую он ощущал. Бенбен был котом, который когда-то играл с другими животными, прыгал и веселился. Но теперь его жизнь была полна невзгод. Он выглядел измученным. Его печальные глаза отражали отголоски стремительно уходящего счастья. Бедный кот страдал от нескольких серьезных травм, и его тело стало живым напоминанием о том, насколько суровой может быть жизнь. У него был разбит позвоночник, поврежденная лапа и покалеченное ухо, что вызывало нарастающую боль, словно он носил на себе груз своего прошлого. Каждое утро он с надеждой приоткрывал глаза, уверенный, что сегодня произойдет чудо. Но каждый раз его ожидания обрывались. Он видел те же серые стены, слышал те же крики других животных, и ему вновь казалось, что свет окончательно погас. Систематически работники приюта замечали, как Бенбен не хочет ни есть, ни пить, а старается укрыться от всего живого мира. Его поведение настораживало всех. Кот словно знал, что его дни сочтены. Ему было страшно, и с каждым днем надежда растворялась, и реальность становилась все более мрачной. Однажды, когда сотрудники приюта делали обход, их внимание привлекла новая ветеринар, которая только что пришла в этот приют. Она была полна энергии и страсти, готовая сделать все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Увидев Бенбена, она заметила, как сильно кот страдает, и ее сердце не могло остаться равнодушным. Она решила устроить свое личное маленькое расследование, чтобы узнать больше о его прошлом. На следующее утро ветеринар пришла в приют снова, а ее решимость спасти Бенбена только увеличилась. Она стала расспрашивать сотрудников о том, что произошло с этим бедным коробочником. С каждым вопросом в ее голове нарастал план, как изменить жизнь Бенбена и дать ему шанс на благополучие. В тот день ее целеустремленность не оставляла возможности на сомнения. Она начала звонить и искала друзей и знакомых, которые могли бы помочь финансами, чтобы вызвать ветеринара и обеспечить Бенбену необходимую помощь. Ее настойчивость притягивала их, и вскоре ей удалось собрать команду, готовую помочь коту, который стал символом несчастья. Ее готовность действовать вовремя стала решающей. Благодаря коллективным усилиям Бенбен смог выбраться из приюта, прежде чем был усыпан. С этим шагом началась новая глава его жизни. Как только он оказался в руках этой заботливой женщины,
Перед ним открылись новые горизонты. Первоначально Бен-Бен был напуган и не знал, что его ждет дальше. Но в тот момент, когда он впервые ощутил тепло ее рук и услышал успокаивающий голос, он стал понимать, что, возможно, это и есть его шанс. Наступил тот долгожданный момент. Он стал дома, в отдельном уютном месте, вдали от далеких стен приюта. Бен-Бен был напряжен и не знал, чего ожидать. Самый первый час в новом доме был наполнен новыми переживаниями. Он сидел в тени, стараясь не показывать своих эмоций. Но затем что-то неожиданное произошло. Он почувствовал, как его наполняет тепло и нежность. С каждой минутой, проведенной рядом с новыми хозяевами, кот начал осознавать, что, возможно, он обрел семью. Прошло всего несколько часов, и в глазах Бен-Бена снова загорелся свет. Он начал мурлыкать, прижиматься к своему новому хозяину, искал ее руки и внимание, словно, наконец, нашел приют для своей души. Поначалу все еще был насторожен. У него все еще были длительные минуты нерешительности, но его новое окружение стало настоящей батареей, заряжающей его надеждой и жизненной силой. Бен-Бен больше не уставал постоянно прятаться. В его сердце пустота начала заполняться чем-то новым, что очень долго искал. Через день его вновь осмотрели ветеринары и были поражены результатами. Кот не просто восстанавливался, он начал делать шаги к настоящей жизни. Несмотря на некоторые ограничения, связанные с его травмами, Бен-Бен развивал свою физическую активность. Врачи сообщали, что он, вероятно, не сможет бегать, но он стал делать первые шаги. И не только это. Бен-Бен стал активно исследовать свой новый дом. Он прыгал, убегал и возвращался назад. Его глаза освещались радостью, а переживания о прошлом начали исчезать. С каждым днем он становился все более уверенным, и его жизнь перестала быть темной. Обставленный уютными местами, с несметным количеством игрушек и всем необходимым, новый дом напоминал о том, что жизнь действительно может быть прекрасной. С каждым новым днем Бен-Бен находил себе друзей, многоцветных кошек и собак, которые, как и он, когда-то страждали. Он познакомился с другими питомцами, и их дружба стала настоящим светом в его жизни. Эти встречи стали значить для него все. Они помогали ему снова почувствовать, что он не один. Так он обрел взаимопонимание, поддержку и заботу, которые когда-то казались ему недоступными. Он, как пушистый маленький герой, с каждым шагом вдохновлял не только себя, но и всех вокруг. Бен-Бен стал символом силы духа, пробуждая надежду в сердцах тех, кто его окружал. Его радостные забавы и любовь к жизни вскоре привлекли внимание множества людей за пределами его нового дома. Благодаря своему новому хозяину, который делился моментами их жизни, нежные фотографии и забавные видео с участием Бен-Бена начали набирать популярность в социальных сетях. Кот вскоре стал любимчиком и даже маленькой звездой интернета. Люди восхищались его мужеством и тем, как этот некогда грустный кот способен обрести счастье и надежду. Его умение радоваться простым вещам
таким как солнечный свет или уютный уголок, стало вдохновением для миллионов. Бен-Бен стремительно завоевывал внимание и симпатию не только у обычных пользователей, но даже у знаменитостей. С каждым постом о Бен-Бене росла и его слава. Вскоре он стал не просто интернет-звездой, но и символом надежды для многих. Люди начали обращаться в различные ветеринарные организации, делиться своими историями о спасении животных, получив поддержку и понимание от других. Со временем все больше людей стали обращаться внимание на проблемы бездомных животных, а Бен-Бен стал олицетворением борьбы за успешное будущее для тех, кого когда-то не замечали. Его история напоминала о том, что даже самые темные и мрачные моменты можно преодолеть благодаря любви и поддержке. Каждую субботу, наивысшая точка его популярности, Бен-Бен и его хозяева начали устраивать мероприятия. Они организовывали сборы средств, стараясь помочь тем, кто остался без крова. Эти события стали теплыми и дружелюбными, собирая всех, кто любил животных и желал помогать тем, кто не может говорить за себя. Бен-Бен стал не просто символом надежды в социальных сетях, но и настоящим героем среди своих подписчиков. Такие мероприятия вдохновляли людей, и каждый раз Бен-Бен был в центре внимания. Проходя все кнопки на социальных платформах, его хозяева делились чудесными моментами, рассказывая о том, как стали спонсировать приюты и помогать животным, чтобы те не пережили те страшные моменты, которые испытывал Бен-Бен. Широкая поддержка в комьюнити продолжала расти, а их благотворительные действия стали все более важными. Сегодня Бен-Бен не просто кот, он символ изменчивости жизни и силы. Его история напоминает всем нам, что любовь может исцелить даже самые глубокие раны. Он стал живым примером того, как сострадание и доброта способны привести к реформам, способным изменить жизнь целого сообщества. Постепенно в мире, полном стресса и агрессии, он научил людей ценить настоящие вещи — дружбу, любовь и сострадание. Теперь Бен-Бен живет в уютной атмосфере любви, окруженной заботой, уважением и многими другими четвероногими друзьями. Каждый день он наполняет свою жизнь новыми яркими воспоминаниями, а его вся история продолжает вдохновлять окружающих. Дорогие друзья, если вам понравилась эта трогательная и вдохновляющая история о Бен-Бене, поддержите нас лайками и подписками. Вместе мы можем продолжать вести эту важную миссию по спасению животных и делиться невероятными историями любви и надежды, которые делают наш мир лучше. Пусть каждый новый день напоминает нам, что даже самые грустные моменты могут быть преодолены силой любви и доброты. С Бен-Беном, который стал символом надежды, мы продолжаем эту важную работу, чтобы все бездомные животные могли обрести свой дом и почувствовать, что их любят,